Всем привет, друзья! Вы на канале Guns of Glory от А до Я. Меня зовут Влад. На моем канале куча контента по данной игре и очень часто выходят новые видеоролики. Поэтому хочу попросить вас, моих зрителей, кто меня смотрит и смотрит без подписки, обязательно подпишитесь на мой канал. Кнопочка подписаться у вас внизу под видео. Это, во-первых, чтобы не пропускать выход новых видеороликов. Во-вторых, вы окажете мне большую поддержку, если подпишетесь на канал. Нас почти 1000 человек. Мне очень нужно 1000 подписчиков, чтобы развивать свой канал дальше и, естественно, помогать вам. А сегодня у нас видео про стражей. Многие просили, писали мне ВКонтакте, просили в комментариях по стражам еще снять. Хотя я, в принципе, снимал видео по стражам. Я не знаю, вот где-то тут она у нас есть. А где тут вот стражи, куда кого назначать. Ну, в принципе, мы еще сейчас я вам все расскажу. Расскажу про вот эти вот таланты, ум, так далее и все остальное. То есть вот мы переходим в саму игру. Включим чуть-чуть музычку, да, чтобы там у нас боевая музычка была игры. И, собственно говоря, вот первый вопрос, да, давайте первый вопрос. Кого брать в поход? Кого брать в поход? Кем вы атакуете? Если вы атакуете кавалерией, берите стражей кавалерии в поход. Стражей с наивысшим количеством звезд. Качайте тех стражей, у которых у вас много звезд. Не качайте стражей вперед с одной звездой, чем с двумя или с тремя. То есть качайте тех стражей, у которых у вас по 2 звезды, по 3 и так далее. Вот. Если мы берем кавалерию, значит мы берем стражей кавалерии. Совместный поход с кавалерией никакой не работает. Все это остальное дичь. Вы либо атакуете кавалерией, либо вообще не атакуете кавалерией. То есть чистый поход кавалерии. И 2 стража кавалерии. Любые стражи. Самое главное, чтобы у вас было изучено вот эти вот таланты последний мастер. Но они у всех разные. То есть вот эти вот навыки. Это самое главное. Второе, если вы атакуете пехотой, вы берете стражей пехоты. Ну, пехота сейчас, вообще не актуальна, чистый поход пехоты. Я вам такого не советую. Если вы атакуете дальним боем, это тоже сейчас не актуально, но все равно это наносит урон, и много побед люди одерживают благодаря дальнему бою. Вы берете 2 стражей дальнего боя, самых прокачанных, значит вы их качаете и ставите вот на первые места, как у меня вот эти вот 2 стража с кавалерией стоят. С самым большим количеством звезд, какие они у вас есть. И есть еще один вид похода, он сейчас очень актуален, его многие используют топовые игроки, там 40-е, 45-е замки. Там на КВК и на различных других инвентах. Это поход пехоты совместный с дальним боем. То есть один страж у вас пехоты идет и другой страж дальнего боя. Это сейчас актуально, это сейчас полезно. Если вы играете полным фаршем, атакуете, то хоть каких вот стражей вы откнете, вы все равно будете проигрывать. Если у вас там будет и пехота, и дальний бой, и кавалерия, и артиллерия, тогда вы все равно проиграете, короче. Только если у вас там большой разрыв по статистике, вы тогда будете выигрывать, а равному сопернику вы проиграете. Вот, дальше переходим по звездочкам, да. Вот, я сказал, звезды очень важны, вы качаете стражей, которыми пользуетесь, и у которых самое большое количество звезд. Естественно, вы их назначаете с большим количеством звезд стражей вот сюда, чтобы они у вас были назначены. Они дают преимущества особо небольшие, но стражи, которые идут на преимущества там на строительство, там уменьшение еды для исследований и так далее, они дают хорошие, в принципе, преимущества. Это вот адъютант, вы сюда их назначаете, естественно, прокачиваете. Что, собственно, дальше? Открываем любого стража. Вот тут вот навыки, они практически у всех одинаковые. То есть там немножко различия идут, и они особо я сейчас приведу пример, где они отличаются и где они не отличаются. В основном они не отличаются. Что касается
Вы спрашивали это. Сила, ум, ловкость и так далее. Качайте, что рекомендовано стражу. Ну, точнее, не качайте, оно у вас само будет качаться. Раньше мы сами выбирали тут плюсики, да, тут можно было поставить скорость, и прокачанная скорость давала, да, там быстрее раунд начинал наши стражи, чем другие вражеские, если у того стража была не прокачана скорость. Теперь это мы не качаем, то есть оно все в автоматическом выставляет, мы никакие плюсики тут не качаем, ничего не делаем. Сила это вот основной навык стражи, да, он дает бонус к урону от навыка, то есть звезды дают бонус вот сюда, и получается плюс 6, следующий там будет плюс 8 или плюс 9, то есть урон кавалерии под началом стражи, то есть вот такой. Вот этот параметр силы дает бонус к урону от навыка. Уроны от навыка это вот открываете параметры сила, и вот он дает бонус на кровавая слава и череда убийств. Кровавая слава, вот она. То есть чем выше у вас прокачана сила, тем больше у вас вот тут вот эти процентики. И второй, где он второй? Вот он, череда убийств, то же самое. Чем вы больше прокачали силу, тем она больше дает. Если у вас, да, там как раньше было, можно было плюсики ставить и все зафигачили на ловкость, то бы оно ничего нам не дало, кроме там по мелочи, там повышается на столько-то, там будет чуть больше. То есть, а это вот идет урон, бонус к уронам по навыку. Вот эти вот они все, в принципе, у всех одинаковые, да? Отличается, что у нас где отличается. Есть у нас вот, да, возьмем Рамиса, да, смотрим. Блокирует 20, получение урона, то есть тоже 20 там. Ну, то есть вот он на защиту, вот тут вот тоже входящий урон снижается, да, минус 6. Открываем там еще одного. Смотрите, да, новый. Вот. А также поддерживает и защитить другие боевые действия и снижается вероятность гибели кавалерии и войск дальнего боя. Существует, повышается сила. Навык, то есть вот новые стражи немножко получше, чем старые, да, естественно, их можно брать в поход, и они там получше будут играть. Ну, на новые стражи, извините, я играю 180 дней без перерыва в данном королевстве, вот. Я каждый день собираю все стяги найма и так далее. Где мои новые стражи, вопрос? Где они? И это кому как повезет. Вот они мои, все новые стражи. У меня даже фиолетовые не все выпали. То есть, а на какой-то ферме, на ферме у меня, да, есть ферма. У меня там все новые стражи, и там уже по 2, по 3 звезды новых стражей звезд. То есть, ну, не все, прям не самые, которые последние вышли, а вот до этого, которые были. То есть, они вот, ну, как, я не знаю, мне не везет с этими. Естественно, вы качаете звезды и отталкиваетесь в первую очередь не от навыков, а от звезд. И потом, во вторую очередь, уже идут навыки. Навыки это, а навык, естественно, это он зависит и работает не с первым уровнем, то есть вы тут все прокачали, ну, нужен уровень стража, чтобы, естественно, повысить, допустим, силу, и от этой силы уже дался бонус к навыкам, вот этим вот навыкам, то есть. И вот получается, видите, живучесть с другими боевыми при атаке и защите, то есть. А вот новые стражи, они там немножко получше. Точнее такое. Немного там побольше показателей там и так далее. Вот, повышает поражающий потенциал и координацию с другими боевыми при атаке и защите. Все, это вот то же самое в принципе. Повысьте уникальный навык Королева пиратов до уровня 10. То есть это вот, чтобы открыть вот эти вот навыки. Никаких особых различных эффектов нету. То есть вы берете тех стражей, которые у вас больше по звездам прокачаны. Остальное, в принципе, у них везде, у всех одинаково. Практически там есть кое-какие различия. Вы можете тут найти, там, почитать.
данных стражей, у кого-то есть отличия. Еще такой вопрос у меня к людям. Вот стена у нас, да, вы видите, стена, оборона стены, и кто тут у меня стоит? Грима 30 уровня, но 5 звезд, и Равшор. Почему у людей тут вместо грима, да, вот тут я заметил сейчас, большинство стоит Арамис. Что он дает? Он вообще ничего не дает для обороны. Открываем стражей, открываем Равшора нашего, да, 3 звезды. Вот, смотрите, его навык. Повышает все войска, то есть показатель всех войск. Смотрите дальше. Входящий урон под началом войск. Урон под началом стражи минус 6 всех войск урон. Всех входящий урон у войск под началом данных стражей. Давайте, я не буду задействовать другие тут навыки вам показывать. Давайте открываем грима, да. Где вот он? 5-звездовый грима, смотрите. Минус 7,5, больше, чем у золотого у Равшора. Это всем войскам входящий урон уменьшается, то есть. И то же самое, да, тут может быть на 2 единицы уступает, ну, десятых единицы. Но оно на все войска идет. То есть вот это вот 40%, 40 различным всем войскам, какие находятся в поместье. И открываем мы тоже Арамиса. Где вот он? Арамис, да? И смотрим, что у него входящий урон пехоте. У нас в замке же не одна пехота есть, у нас есть другие войска, и их много там, да, там дальний бой, кавалерия, даже такие же пушки там, ну, пушки, ладно, фиг с ними. И тут самое накладывают на вашу пехоту эффект блокировки, который блокирует 20% урона. То есть это все для пехоты. Зачем вы его тут оставите вообще? Это невыгодно и вообще не актуально. То есть он в обороне не играет. Не играет он в обороне поместья. Ставьте нормальных стражей в оборону. То есть вот он Грима и Равшор. У них Грим, прокачивайте звезды. Его сейчас прокачать вообще не проблема. То есть выполняйте дела поместья и прокачивайте Грима по максимуму. Он дает в обороне больше даже, чем Равшор. Сейчас вот он играет в обороне лучше, чем Равшор, потому что у Равшора мало звезд. В принципе, все, что хотел рассказать, рассказал. Если вам нравятся мои видео, вы их смотрите, обязательно подписывайтесь на канал. Давайте добьем эту 1000, которую несчастную 1000 я никак не могу получить подписчиков. И всем пока, всем до новых встреч.